Бесспорно, события не могут развиваться произвольным образом. Секторы пространства вариантов связаны в цепочке причинно-следственных связей, линий жизни, которые подчиняются определенным закономерностям. А как можно судить о данных закономерностях? Очевидно, по каким-либо внешним проявлениям и признакам, каковыми могут служить положение небесных тел, сновидения, выпадающие комбинации карт и даже кофейная гуща. Случайностей не бывает. Понятие случайности — это лишь особая форма восприятия следствия при отсутствии детальной информации о причинах. Но опять же, именно в силу существования пространства вариантов, этого хранилища кинолент о прошлом и будущем, прогнозы далеко не всегда подтверждаются. Число вариантов бесконечно, так что нет никакой гарантии, что с полки взята та самая кинолента, которой суждено попасть в проектор. Речь может идти лишь о доле вероятности. Одной из самых точных была болгарская ясновидящая Вангелия Димитрова, всемирно известная Ванга. Потеряв еще в детстве зрение, она обрела дар видеть пространство вариантов. Но даже при ее уникальных способностях процент попадания, как в прошлое, так и в будущее, колебался в районе 70-80. Предсказания искажаются и восприятием самих ясновидящих, и последующей их трактовкой. Центурии Нострадамуса до сих пор интерпретируют в самых разных вариациях. В прогнозах зачастую пытаются увидеть то, чего там нет, и наоборот не замечают явного. Когда Ванга предрекла, что Курск уйдет под воду, никто ничего не понял, ведь от Курска до моря весьма далеко. Но когда затонула подводная лодка с тем же названием, то наверняка у тех, кто знал об этом предсказании, холодок прошелся по коже. И все-таки, если можно говорить лишь о вероятности того, что прорицатель увидит тот самый сектор пространства вариантов, тогда почему точность попадания оказывается достаточно высокой? Потому что предсказание, запечатленное в памяти человека, волей-неволей обращается в его намерение.